А еще знаешь, куда я очень хочу поехать? В Норвегию. И увидеть вот эти норвежские фьорды. Да, но никак мне пока... Мы прямо сейчас, у нас есть такая возможность выяснить, как выглядят эти фьорды. Я рад приветствовать в нашей студии певца, скрипача, победителя конкурса Евровидения 2009 в Москве. Здрасте. Александр Рыбак, здравствуйте. Очень рад вас Саша. видеть. Здрасте. Проходите в нашу студию. Да. Саш, Вот сюда, вот, пожалуйста. А как вам кажется, какие подарки девушки не особо любят получать? Вот мы сейчас говорили о том, что, допустим, вот подарок поездка, поездка, это всегда их приводит в какой-то шок. Это надо собраться успеть, надо подготовиться. И вот, скажем, сюрпризом никогда это, в общем-то, не радует это. Я не знаю, мне кажется, так здорово. Я тоже за спонтанные подарки, потому что, смотри, вот, например, да, завтра у тебя день рождения, и вдруг я тебе дарю билет на самолет. Там, ну, прям на завтра, что ли? Ну, например. Ну, хотя бы 3 дня-то зазорчик нужен. Если девушка любит парня, и так она с удовольствием с ним поедет. Хоть на рассвет. Весь мир, да. Единственное, вот как раз вот моя проблема, у меня было отношение с девушкой почти 2 года, и у меня была как раз такая большая проблема, что я все время этот подарок ей дарил. Потому что я же все время гастролирую по Европе. Один и тот же подарочек. Да, я понял, что нам нужно быть же вместе, чтобы любить друг друга, нужно быть вместе. А все время нужно было мне, и такие предлагали мне гонорары, все. Иногда отказывался от гонораров, например, там они хотели там в Киеве на Новый год, чтобы там мне много тысяч евро дали. О, Боже. Но я отказался из-за того, отказался, потому что в Египет мы планировали. Тогда как раз она планировала, что в Египет поедем. И так что я отказался. Потом она сказала, что а может быть не поедем в Египет тогда. Лучше ты опять согласишься. Так что, а потом я стал ей такие подарки дарить, что давай поедем со мной на гастроли сюда, давай туда, давай сюда. Потому что не хочется же, много девушек, много разных стран ждут меня. Я хочу быть все-таки хорошим парнем и с ней быть. Рядом с ней, тогда нужно ее приглашать, а ей уже как-то так надоело. Конечно. Понятно. Здорово. А тебе какие подарки дарили? Что тебя больше всего, не знаю, поразило, удивило? Мне нравится, когда люди дарят мне что-то такое маленькое, но ценное, но маленькое. Но что они по-настоящему вложили ценное, свое... но маленькое. Как бы скажем, бриллиант на 5 каратов. Значит, это всегда вот у вас девушка. Не, ну я не девушка, не такое ценное. Просто ценное для них, что они, например, в свое сердце вложили вот этот подарок. Но не тяжелое, потому что... Невозможно все увезти из каждой страны, да. Да, если вам тайну сказать, мой фан-клуб самый-самый лучший. Здесь в Москве тоже мои фанаты такие хорошие, но они не понимают, что я все время должен в разъездах, да. И ты не мне можешь вот дают этих такие медведей статуэты утащить. такие бронзовые они делают. И я так, о, наконец-то, спасибо вам большое. А потом сейчас тащу это знаешь, на Саша, у нас самолете. был курьез, когда Майкл Джексон приезжал в Россию, когда он еще был жив, ему подарили настоящую саблю. Но в итоге он даже не смог ее вывезти, потому что она оказалась какая-то такая дорогая. Ценная. Ну вот, видишь, сейчас ту же самую саблю мне подарили. А, тебе, да? А коня не дарили, Саша? Нам, артистам, все время по кругу идет. Да, то же самое. Причем вывезти точно. точно. Все думают, кто же вывезет эту саблю из России уже. Вот у Саши не получилось вывезти. У Майкла Джексона тоже не получилось. Буду ждать следующего заезжего певца к нам. Ой, Саша, ты... Ой, что со мной? К сожалению, пока что я еще заезжий певец здесь, потому что я чувствую себя иностранцем в Москве. Почему? Потому что я еще не... Я понимаю, что вот здесь такая прекрасная культура, у вас такая музыкальная история громадная. И мне очень хочется вникнуть в вашу культуру. Я же все-таки, я уже лучше по-русски говорю, читаю книги. Не там, то слово, я-то вообще потрясен. Да, если легкий акцент, ну, в принципе, все прекрасно. Ну, спасибо, но я стараюсь, потому что я понял, что здесь все-таки мои корни. Конечно. Но по-прежнему я чувствую себя иностранцем. А в но я Беларуси очень ты надеюсь... часто бываешь? Редко. В Минске, вот где ты родился. У меня менеджер из Киева, так что туда я очень часто даже езжу.
чуть-чуть в Москву, чуть-чуть в Белоруссию, но слишком редко. Я хочу сейчас я готов гораздо больше ездить сюда. А кухню белорусскую любишь? Драники? Да, колдуны. Как? У нас колдуны. Колдуны, называют. конечно, колдуны. Драники без это мяса, Украина, да. кажется, нет? Драники без мяса, колдуны с мясом. колдуны с мясом, да. И тебе в Норвегии, наверное, эта мама тоже готовила. Вот именно. Она готовит каждый раз, когда я дома. Но я дома один раз за 2 месяца, представляешь? Я все время гастролирую. И когда я уже дома, так я знаю, что мама приготовила мне. Хотя я живу один в квартире, но... Она приходит, что-нибудь мама тебе полчаса приносит. живет, да, от меня. И Подкармливать всегда- тебя да. надо, конечно. Да, Столько сейчас сил я- тратишь. А какая сейчас погода в Осло? В Норвегии вообще? Ну, нормально, все чуть-чуть похолоднее. И у Чем нас, же, здесь, да. у нас же горы большие, да, так что все время дождь из-за них. А у вас такое нет. Как раз сейчас мне повезло с дождем. У вас сейчас 3 дня было дождь. Да. И ты вот. прилетел и привез нам хорошую погоду. Да. Но мне как раз очень нравится дождь. Мне нравится это... Потому что у меня уже славянские корни, и чувствуется, что мне нравится ностальгия. Я сразу, когда я лечу в другие страны, да, там капитан самолета говорит, что "Ladies and gentlemen, we arrive at 5 minutes earlier, and we hope you-" Как хорошо у тебя Да. получается, репетировал. Все такое, да, с такой чуть-чуть фальшивой улыбкой, а мы здесь, мы не боимся грустить, да? Здесь Да. капитан говорит: "Дамы и господа, приглашаю вас в Москву, ну, мы прилетели, все, надеюсь, у вас хороший вечер будет, и надеюсь, вы..." Ты прав, У нас действительно. сегодня отличный вечер и у нас, и у наших зрителей, Да. потому что Александр Рыбак сегодня гость нашей студии. С удовольствием. Поверь, когда кричу, что я не твой, ты до смерти пугаешь, что с тобой. Ты так достала меня, прошу, иди навсегда. Который раз мою Это телеканал «Москва. Доверие», и мы только что посмотрели фрагмент видеоклипа нашего сегодняшнего гостя Александра Александр Рыбак. Рыбак. О, сам себя представляет, как это здорово. Хорошая история, очень здорово снята. Ты в новом образе предстаешь, в смирительной рубашке, в сумасшедшем доме. Это что, реальная история? Ты так достала меня, остала меня. Ну да, она по-настоящему меня достала. Кто она? То есть это Понимаете, у меня какая-то героиня? самая лучшая публика. Самая лучшая публика, кроме одной девушки Которая достала. из Израиля. И она вот звонит мне каждый день, много-много раз в день. И первый год это я уже, ладно, пробовал не думать об этом. Второй год пробовал отвечать ей иногда, говорит, что ты от меня хочешь, да. То есть это такая назойливая поклонница. Да. Ну, поклонница, фанатка, это вообще-то это слишком позитивное слово. Она меня преследует по-настоящему. Ну, а ты не пробовал, я не знаю, поменять номер телефона? Да, я уже менял номер, она новый номер находила. Папа в какой-то То есть это организации. прям там какая-то работает, одержимость. да. Да, как мне это знакомо. Ты знаешь, у меня была Ой, да такая ты что, история, да, Димочка? с девушкой из Да. Про это ты мне Израиля. еще не О, рассказывал. Это, видимо, безумные Серьезно? какие. Да, правда. О. Лет 10 назад у меня, это не та самая девушка, я Ну, думаю, вот, ну, это надеемся, другая, но, нет. видимо, там они болеют одной какой-то болезнью. Не будем говорить, что Я в не Израиле знал. все одинаковые. Да Ну, нет, конечно. Просто я очень рад, что ты это говоришь, потому что как раз вот я думал, что или в полицию уже позвоню, или клип сделаю. И потому что я надеюсь, что многие из публики моей, наверняка у них были такие же ситуации какие-нибудь. Ну да, когда действительно уже фанатки переходят грань и не могут понимать, что это действительно мешать начинает. Это уже Ну не да, да. поклонение, это У уже... меня есть девушки, которые находят номер, это нормально, которые дарят подарки, которые звонят мне, но это все в меру, понимаешь? Да. А вот она, ладно, что она мне звонит, она друзьям моим звонит, портит им жизнь.
и возле родителей моих стоит, ждет с такой смешкой. Так. И мама говорит, вот здесь такая милая девушка. Да, мама, пожалуйста, не отвечай. Саш, ну, действительно, после твоего популярного взлета в 2009 году, здесь, в России, это происходило в Москве, и ты, кстати, поставил рекорд. Ведь после тебя и до тебя, и после тебя еще столько очков по симпатии около 400 никто было, не зарабатывал. Хороший пик карьеры, да. Да, и действительно, вот скажи, как повлиял на тебя этот конкурс? Наверное, перевернул всю твою жизнь, все твое сознание, Ну все да, твои потому отношения. что как артист я сразу себе сказал, что я не хочу быть таким форматным артистом. Я хочу просто все время экспериментировать с новыми жанрами. Я же изначально классический музыкант. Конечно, да. И образование у тебя скрипач, классическое, да. консерваторское. Да. И вдруг я вот выиграл этот коммерческий конкурс Евровидения. И так получилось, что вдруг я коммерческим артистом стал. Но когда большие рекординговые компании спрашивали меня, давай будешь таким масштабным, форматным артистом, так я сказал, нет, спасибо, мне гораздо интереснее с рок-метал группы играть, с рэперами петь, на скрипке играть с детьми, например. Это моя жизнь. В твоей карьере даже было выступление с группой Аха. Да. Это Но это норвежская перед группа. Евровидением было. Да, это еще до. Так что мне так повезло, что я разнообразный музыкант, и это я хочу продолжать. Ты записываешь сейчас записал уже, да, этот альбом на русском языке? Ну, у меня был альбом на русском языке, сейчас пока что продолжаю писать русские песни. Ну, я не пишу на русском, я пишу английские песни и прошу перевод сделать. Да. Ага, понятно. Потому что у меня пока что такой русский, так Ну, ты вышел очень Саша хорошо погулять говоришь. и на скрипке стал играть. Нет. Слушай, скажи, ну, наверное, в России самая большая армия поклонников, потому что, безусловно, на конкурсе Евровидения мы тебя все воспринимали как своего, потому что... Это очень приятно, да, это так и было, правда. И нам-то как было приятно, что вот ты, Александр, русская фамилия, Рыбак, русская фамилия. И по-русски говоришь. Да, и по-русски говоришь, и потом уже потихонечку все стали раскапывать твои, как бы, как Ну это да, все, да, что да, ты да, из Беларуси, что мама с папой переехали в Норвегию, и что ты представляешь вообще на этом конкурсе Осло. Ой, Это вообще же- вот это ведь очень интересно. Белорусы на тебя не обиделись? Не, наоборот, они все время представляют меня как своего. Своего, конечно. Да. Нет, ну просто я имею в виду, обиделись за то, что ты белорус, а представлял Норвегию. Вот за это. У меня просто, хотя белорусские корни, и я на Евровидении спел песню очень с такими фолклорными мотивами, и это очень не по-белорусски было. Это славянские ритмы были, но норвежская мелодия. Так что я думаю, Ты все сам рады, её что я написал? такой интернациональный, что я родился Сам в написал? Беларуси. Вылетел, да, Сам сам, написал, конечно. И да. слова, и музыку. Да, и причем... Вот я просто нужно уже ход даже со подзабыла. Спасибо, Было. что спрашиваешь, потому что все говорят, что «О, Саша выиграл со своей улыбкой», да, это какая улыбка, все улыбаются. Конечно. Я Нет, ну, выиграл песня была именно классная. песни. Было, вообще все Так было это конкурс классно. песни, так у это тебя же не конкурс было, песни, у тебя в не первую было очередь. конкурентов. Действительно, Я заслуженные очень, твои например, очки. Я боялся и Насти Приходько, и Светланы Лобода, если я считал, что там вдруг они выиграют. Так что я очень-очень В обрадовался. общем, ты и на когда- победу не рассчитывал тогда. Рассчитывал, нет, как это, надеялся, но не Надеялся, но рассчитывал. Да. Так что я очень рад, что со своей композицией я выиграл Евровидение. Я с удовольствием еще буду участвовать не как артист, а как композитор. Потому что это самая большая моя мечта. Да, стать мы, кстати, известным композитором. помним, да, эту песню Fairy Tale, Аня, тара-там, тара-да-да-да, Да-да-да. тара-там, тара-да-там, I'm in love, Ну, молодец. fairy tale, Ты также мог бы тара-да-да-да. выиграть Евровидение. Да, конечно, спасибо. Саш, как тебе Москва? Скажи, что для тебя этот город? Потому что у нас вот московский канал, нас смотрит московская публика. Да, я знаю. Да, и вот, допустим, что для тебя, да, столица нашей Родины? Как ты когда ты первый раз тут побывал, да? Это же было наверняка еще до конкурса Евровидения. Или действительно в 2009 году ты увидел это Не, в Москве был на классическом туре. Конкурсе. Гастроли. Кон- Не, да, не туре, гастроли. а просто А, гастроли тур, были. гастроли. Я был концертмейстером Когда еще в той прошлой камерного жизни, оркестра. Да, что называется, а? был концертмейстером камерного оркестра из Осло, и так получилось, что нам
повезло. В и каком мы году это поехали. было? В 2007. За 2 года, да? И А вот через когда 2 я гулял года... вот на эти огромные улицы, большие здания, теперь я никогда даже не мог даже представить, что я выиграю здесь такой большой конкурс. Так Ну, что... тебе вообще организация всего этого здесь конкурса Я считаю, самого да, очень да. понравилась? Самая лучшая организация, самый профессиональный Евровидение прошел здесь, в Москве. Я С был и другой в Баку, стороны, и а как же ты можешь... А, ты был. Ну, Я был и в конечно, Баку. да. Ты был, В 2010 но не был году в ты передавал же... В И 10 в Норвегии был, да. Я знаю, что в Швеции тоже будет масштабное шоу, но не такое же, как в Москве. И здесь все очень просто... Здесь очень быстро люди работают. Я вижу здесь все эти огромные здания, и каждый день начинают новое большое здание строить. Это Да, вот... да. Ну, у нас, знаешь, в 2008 году была пауза такая, у нас заморозили несколько, вот и в том числе вот эти небоскребы, которые ты видел и знаешь, да? Да. Они же долгое время стояли в простой. Был кризис. Москва-Сити, Да, да? Москва-Сити. И вот только сейчас уже потихоньку все восстанавливается. Александр Рыбак, гость дня на телеканале «Москва. Спасибо. Доверие». Саш, садитесь. Победитель Спасибо Евровидения большое. 2009. Да, Вот как раз причем с этой песней... Не случайно Евровидение, которое в Можно Москве уже именно проходило. Да, садиться, да, конечно, Заслужил? можно. Чайку попей, Да, тоже можно заслужил. глоток чая даже. Саш, вот интересно, когда у тебя вообще появилась первая скрипка? Когда ты начал играть? 4-5 лет, кажется. 6 лет, я 6 не лет. знаю, норвежские газеты пишут в 6, Ну, русские газеты-то пишут, ладно. русские А в ты 8. что-то сам не помнишь? Или, может быть, сам я уже не родители- помню. А родители что говорят? Я думаю, что я начал примерно в 5-6 лет заниматься параллельно и скрипкой, и фортепиано. Это очень хорошо, это русская культура, что, Да. что все, какой бы инструмент ни играли, все всегда на фортепиано тоже. Ну, учатся. рано, рано. Да. Детям, рано, да. а детям обычно в этом возрасте хочется, я не Поиграть. знаю, мальчишкам Футбол да, играть, погонять да. мяч, в войну. Так, не мне знаю. А нет, тоже войнушку хочется. это в России, в Норвегии, я думаю, другие Ну, игры. да, ну во что-то, не знаю. что? В лапту, Не, в в войну мне не догонялки, хотелось, в когда мне салочки. 5 лет. Ну, в салочки, неважно. В общем, хотелось гулять, играть. Приходилось, помимо того, что ты ходил в школу, да, естественно, еще заниматься на скрипке. Ты себя заставлял? Или тебя Нет, заставляли? родители заставляли, Но тебе было дисциплина, неохота? конечно, нет. Ну, вдруг ты какой-то особый ребенок и хотел. Ну, Всё просто время я думаю, хотел что играть. маме очень приятно было за фортепиано сидеть со мной, да, потому что фортепиано-то сразу все получается. А папа увидел, что хотя ужасно все было, это Папа у тебя скрипач. скрип, да, все равно увидел, что у меня какой-то талант все-таки есть. И через год, через 2 года уже я начал уже играть такие довольно трудные пьесы. И я думаю, это довольно особо было, потому что обычно нужно 5-6 лет, чтобы вообще какой-то звук извлечь.
А это у меня получилось так сразу. Да, Саш, скажи, пожалуйста, вот интересно, какое отношение в Норвегии к России? Вот какие у них стереотипы о России? Потому что, знаешь, вот, например, англичане чуть ли не сейчас даже говорят, что, мы знаем, Россия, мы не знаем, где это где-то далеко на севере, там девушки ходят с матрешками по улице, медведи по улице. Но это в Англии вот такое представление, когда корреспондент наш делал опрос. Про Россию? Про Россию, да. Вот представляешь, то есть, и вот так думаешь, ну неужели такие все не хотят узнавать другие страны, не интересуются? Какое отношение вот и вообще в представлении о России в Норвегии? Ну, да, довольно неправильное, что все очень сурово так, да, это потому что... И отстала. Ну да, потому что люди же, туристы приезжают сюда и видят русских людей на улице. А на улице мы же очень такие, да, вот Все суровые, да, суровые, потому не что улыбаемся. потому что мы не живем на улице, мы живем, когда мы приходим к нашим друзьям, когда мы на эфире сейчас, когда на концерте, вот тогда наша жизнь начинается. Понятно. На улице мы просто Перемещаемся с точки А до точки Б, Б, да, да. ты прав. А в Норвегии все иначе? А в Норвегии все время такие вот ходят, да, сейчас можно подумать, что полусвихнутые, но я уже привык к этому, мне очень нравится, что все время такой позитив. Может Но быть, там наоборот, они на улице все такие приветливые, а дома сдержанные очень. Суровые. Суровые. Все в Норвегии очень сдержанные, но здесь просто, я думаю, что здесь позитив дают словами, а в Норвегии позитив все время здесь, Внешне, да, и глазами, что типа капитан не говорит, что... Ну, это Мы же полетели, некая мы такая полетели. неискренность. Да. Да, Саша, может быть, это какая-то даже не искренность? Где искренность? Не искренность. Где, в Норвегии или здесь? Нет, Что в все Норвегии, улыбаются, когда все просто- хорошо, файн, и все замечательно. Но А на самом деле это не так, нет. просто не хотят Ну проблем да, своих я думаю, показывать. да, это тоже... Просто мне нравится, вместо того, чтобы критиковать культуру, мне наоборот нравится находить хорошее в каждой культуре. Я, например, сделал сейчас вот такой микс, что у меня, может быть, такая скандинавская улыбка, но я прислушиваюсь к людям, так как русские обычно делают. Так что у меня, понимаете меня, да? Да. Что я больше такой... Ну, помогите, я все уже, слова... Ну, все подождите, забыл. ну, то есть, что, ты имеешь в виду оптимист внутри? Ты имеешь в виду что? Нет, не то, наверное. То есть, ты пытаешься не обязательно же даже в деталях. Самое главное, что я нахожу самые лучшие стороны России, самые лучшие Понятно. стороны Норвегии. Ну, вот что тебя в последнее время в России удивило, что ли, потрясло? Вот, допустим, ты поехал куда-то выступать в какой-то далекий город, я не знаю, в Новосибирск. Был там, Владивосток? Нет, был? пока что нет. Ну, что, только Москва, московская площадка? У меня были концерты в многих разных городах. Да. В Самаре, в Ростове, Да. в Екатеринбурге. Я считаю вообще, что люди везде те же самые в России. Это как раз мне очень нравится. В Норвегии там совсем разные. В Бергене, в Востоке такие, а вот в Осло они совсем по-другому. А здесь все соединенные. Понятно. Это мне очень нравится. Да. Саш, ну, вы много гастролируете, конечно. Есть ли у вас райдер? Капризный ли артист Александр Рыбак? Знаете, у меня даже год после Евровидения, 1,5 года назад, я помню, что была такая пресс-конференция на Славянском базаре в Беларуси, и именно про мой райдер. Да? Я вообще пришел на эту пресс-конференцию, вообще даже не знал, о чем речь. И я знал, что я ничего не требовал, никакой райдер. А там все спрашивают: Саша, это правда, что у тебя типа там водка, что вино и 1000 бананов и все такое? Я говорю, нет. Впервые об этом слышу. Мне дают хлеб и воду. А потом я прихожу бэкстейдж, как называется, в гримерку. И вижу, что моя команда, у меня большая команда, у меня так 15-16. Это и танцоры, музыканты? Да. И там они напиваются водкой, вином. Понятно, все это тебе, да, понятно. Да, ясно. Саша, пожалуйста, продолжайте писать на русском языке, потому что здесь вас очень любят и ждут всегда.
Ну вот, это Да. я понял, и не слишком поздно. Так что сейчас я уже очень-очень учу вашу культуру и изучаю. И Саша, спасибо. Спасибо большое, что в пришли. следующий к нам. раз еще будет легче со мной по-русски говорить. Ой, хорошо, ловим на Мы слове, вас ждем тебя в ждем. этой студии. Спасибо большое. Ну, а напоминаем, что у нас в гостях сегодня был победитель конкурса Евровидение 2009 в Москве Александр Рыбак. Ну, а наша программа продолжается.